Привет! В своей новой диораме я в мельчайших подробностях воплотил в жизнь детально проработанный сюжет одной из локаций игры Diablo 3. Высокогорье Леорика, мост, ведущий на южную часть, проход на который открывается из покоев королевы Араны и врата странствий с волшебными кругами телепорта, и, конечно, жестокий одиночка-варвар, сошедшийся в схватке с темными силами. В этой работе было очень много 3D-моделирования, 3D-печати, огромное количество различных растений. У меня получилось максимально близко повторить ту атмосферу, которая была в игре. Я специально выбрал момент с мостом, так как очень люблю имитировать на макетах воду. Работа начинается с тщательного изучения выбранной локации и всех объектов, которые мне предстоит замоделить. Определившись с объектами для моделинга, я в Cinema 4D создаю трехмерные модели. Печатаю их на принтерах и промываю в спирте. В качестве основания для диорамы я, как всегда, использую дешевый и очень податливый материал пеноплекс. Нарезаю его на нужные размеры и склеиваю термоклеем. Все объекты после печати я выравниваю с помощью станков Proxon. Нравится вам это или нет, но лучше Proxon для домашних условий нет. Это точные и миниатюрные станки для дома. Покраска деталей несложная, постоянно сверяюсь со скриншотами из игры. На макете будут горные поверхности, их я делаю из гипса, просто заливаю гипс в готовые формы. Теперь нужно немного терпения.
После того, как гипс застынет и станет абсолютно твердым, достаю горы из форм. Так как крупные куски довольно плотные, то отпиливаю лишнее с помощью электролобзика от Proxon. Дополнительно моделирую ландшафт из пеноплекса, срезая лишнее ножом. Главное — это максимально сгладить углы и придать поверхности реалистичную форму ландшафта. Пришло время скалптомолда. Очень люблю этот материал. С его помощью можно легко, удобно и в считанные минуты добиться нужного рельефа поверхности диорамы и как бы приклеить части гор, которые ранее были вылиты из гипса, а также детали, напечатанные на 3D принтере. При этом материал очень легкий в приготовлении и использовании. Замешиваем скалптомолд с небольшим количеством воды. Перемешиваю рукой, можно даже без перчаток, ведь он абсолютно безопасный. При этом в процессе работы можно легко моделировать руками форму поверхности. Так постепенно скалптомолд должен покрыть все пеноплексовое основание диорамы. После того, как все высохнет, приступаю к покраске каменистых поверхностей. За основу беру серый цвет. Далее использую смывки различных оттенков, которые помогут отлично передать не только естественный цвет камня, но и показать его текстуру, которую обретает камень благодаря различным погодным воздействиям. Не нужно бояться переборщить со смывкой, так как излишки всегда можно убрать салфеткой. Все, что осталось белым, это будет земля, на которую я приклею флок. Крашу землю в основной цвет, светло-коричневый. Я залил тонким слоем гипс и подсушил его, получилась ровная гипсовая пластина. Я разломал ее на небольшие кусочки, чтобы имитировать плоские камни вокруг портала. Дно реки крашу в темно-синий. Стык между цветом земли и дна крашу аэрографом, чтобы получился плавный переход. На клей Mod Podge насыпаю мелкий песок, который собрал у реки. Это позволит имитировать фактуру земли в необходимом масштабе. Чтобы все песчинки закрепить на диораме, я дополнительно склеиваю все специальным клеевым раствором. На склонах фактура должна быть другая, песчинки крупнее. Для этого я использую собранную во дворе землю, предварительно которую выдержал в духовке при температуре 250 градусов. Достаем спирт. Он необходим для того, чтобы следующий жидкий слой клея лучше впитывался. Перехожу к покраске склонов, так как натуральный цвет земли сильно отличается от того, что мне нужен, а из-за однородности цвета смотрится плоско. Крашу в разные оттенки, все это придаст естественный тон земли. Начинаю создание имитации корней деревьев у поверхности воды. Для этого я использую реальные корни растений. Перед нанесением флока сначала делаю подложку из мелкого дерна. Приклеиваю его на густой клей.
тот же самый, на который я буду приклеивать флок. По консистенции этот материал похож на древесную муку. Чтобы материал хорошо закрепился, я использую диорамный жидкий клей. Его можно либо купить у производителя Woodland Synix, либо сделать самому. Ссылка на мое видео справа сверху. И самое интересное, приступаю к нанесению травы на поверхность диорамы. Прохожусь клеем в места, где будет трава. Беру два оттенка флока от Mini Natur и с помощью флокатора высыпаю флок на поверхность. Сначала приклеиваю флок высотой 6,5 мм. Как только клей подсохнет, я переворачиваю диораму и стряхиваю неприклеенный флок. Далее с помощью пальцев и пылесоса убираю лишнее и моделирую направление роста получившихся травинок. Следующим этапом приклеиваю флок высотой 4,5 мм. Те же самые действия повторяю и в этот раз. Опять использую пылесос. Задаю нужное направление травинкам с помощью зубочистки. Не пропустите вторую часть моего видео по созданию диорамы Diablo 3. В ней я покажу, как постепенно диорама оживает, становится максимально реалистичной, а также мой самый любимый этап работы над диорамой, а именно создание поверхности воды. Спасибо за просмотр и прошу вас поделиться этим видео.